Черная труба. Именно так мы назвали этот участок трубы с повышенной радиацией. И она действительно черная. Здравствуйте, друзья! Рады приветствовать вас на канале. Сегодня мы с вами идем в гостиницу. Вы уже были в гостинице, не раз причем. Сегодня у нас такая одна цель есть. Значит, мы посмотрим радиационный фон в ней. Вот я взял дозиметр свой. Видно, что здесь 0,7 микрозиверта радиационный фон. Посмотрим, что у нас там внутри. И посмотрим на качество воздуха. Взял я свой приборчик, сейчас настрою его. И потом буду внутри показывать, что там творится, какой там воздух. Там у нас остался белый свет. Мы под землей, как раз в главном боксе нашей гостиницы. Но сегодня здесь ни скамеек, ни стульев нет. Все пропало. Все пропало. Уже гостиница не гостиница стала. Так, и вот такой приборчик по контролю за воздухом у нас. Вот, смотрите, показывает сверху наличие СО2, потом летучие вещества, формальдегиды и влажность. Влажность здесь 57%. О, радиация здесь стала еще меньше. Если там было 0,7, то здесь 0,4, 0,5. Так что вот такая красота. Будем сейчас идти дальше и продвигаться. Вот Рома Лох тут какой-то. Не знаю, кто такой Рома. Будем дальше продвигаться, смотреть, что у нас по пути будет. Вот у нас первое расширение гостиницы. Одна из комнат. Вот. Вы, наверное, помните ее. Здесь все так же отходит опалубка. Смотрите, проваливается она. Не опалубка, вот этот вот крепеж. Видите? Вот. И кто-то разобрал вот эту вот стеночку. Стеночку разобрали, поэтому мы можем увидеть конкретно, что там за ней. А за ней ход продолжается. Так, дальничок. И видно, что там как будто бы завал. Сейчас мы сходим, посмотрим конкретно, что там и как. Так, вот смотрите, зашли в этот отворот, который был зациклен. Здесь значительно теплее, и сразу засигналил прибор. Повышенное содержание углекислого газа и летучих веществ. Появились формальдегиды. Влажность подскочила до 80%. Так что долго туда идти не будем. Сейчас посмотрим. Просто прибор периодически сигналит. Смотрите, СО до 511, а было 380. Поднимается до 511. Это пока, конечно, не страшно, но долго здесь находиться не стоит. Вот здесь, смотрите, глина. Видимо, когда-то вода стояла. Кирпичи. Прибор сигналит. Так. Вот здесь на земле видно, смотрите, что-то черное. Возможно, это гниль. И вот там, тут насыпь, и там продолжается ход. Это такое ощущение, что это просто старое русло, старое дренажное русло. Но так как прибор сигналит, мы туда, конечно, не пойдем далеко. Все, на этом хватит. Ясно, что здесь застой воздуха. Застой, поэтому находиться здесь долгое время небезопасно. Все. Возвращаемся обратно и пойдем по основному руслу. Кстати, сейчас посмотрим. Вот здесь какая-то радужная пленка, смотрите. Если это видно. О, вот здесь вообще зеленая, сиреневая. Так. А вот дозиметр нам ничего не показывает. Никаких аномалий. Только по воздуху. Вот смотрите, какая красота. Не знаю, видно, не видно. Прямо радужка. Так, все, уходим.
Уходим, уходим, уходим. Уходим. Углекислого газа много. Вот здесь интересный кирпич. Прямо с клеймом, смотрите, ПК. Что такое? Пермский кирпич. Пермский кирпичный завод, может. Или комбинат какой-то. Но кирпичи не старые, современные. Так, сейчас я передам туда, в основное русло. На, Кирилл, держи. Посмотрим, перестанет ли он пищать. Так, ну вот вышли мы в основной коллектор, в основное русло. И прибор сразу перестал пищать. Смотрите, все, 385, 387 по СО. Летучие вещества в воздухе 14, 17, 20 бывает. Формальдегида вообще нет. Влажность, даже влажность упала здесь, несмотря на то, что здесь у нас ручей, влажность упала до 59%. С 80 в сухом русле. Да, удивительно. Вот у нас очередная развилка. Не развилка, а поворот. Сейчас мы перешли на другую сторону. И вот здесь у нас такой хабр наметился, смотрите. Стол. Ножки какие? Да, это старый стол. Ножки вон резные. Такие фигурные. Здесь вот какая-то тоже типа мольберта. Какая-то штука. Художник Пикассо. И вот лестница. Короче говоря, авангард. Арт-объект. Арт-объект, да, можно сказать такой. Откуда-то притащен. И смотрите, видно, что они лежат, здесь паводок был. Листья, видите, на какой высоте. То есть вот на такую высоту здесь поднималась вода. Ну и это видно вот по краю. Здесь вот идет линия стояния воды. Вот она до сюда. Сантиметров, ну 40-то, наверное, есть. Вот я бы по колено бы точно там вот так вот стоял в воде, наверное. А дело в том, что с этой стороны этот след выше, чем вот этот, Вот, по-моему. вот, да, что я и хотел показать. Смотрите, друзья, вот сейчас справа от нас, и вот слева след выше, слева след выше, намного выше. С чем это я связываю? С тем, что вода шла, и вот здесь она ударялась в стену, вот за Кириллом как раз, вот в эту стену, поворот. И вот здесь она вся собиралась, вот здесь вся мощь воды вот так собиралась, вода поднималась и уходила туда вот направо к выходу. Представляете, что здесь творилось? И это вот с такого маленького ручейка. И смотрите, что интересно. На нашем дозиметре увеличился фон. Примерно 18 сотых, 18, 17, 19 прыгает вот так вот сотых микрозивертов в час. При том, что когда мы заходили, было 5 сотых всего. То есть где-то здесь вот в этом районе у нас повышенный фон радиации из-за чего-то. Возможно, это бетон, а возможно какие-то другие причины. А параметры воздуха остаются в норме. Смотрите. Вот. Чуть повыше стали летучие вещества, но где-то так же прыгают. И СО вообще отлично. Стоит почти как был. Нашли мы, друзья, источник радиации. И как ни странно, это оказалось само кольцо коллектора. Железобетон вот так фонит. Сейчас мы вам покажем. Вот смотрите, сейчас у нас 0,10 сотых, да? Вот 0,9. Прыгает тихонько. Вот так. Иногда даже ниже. И смотрите, начинаем поворачивать прибор. Вот у нас пошло кольцо. Заходим внутрь. Вот сейчас вот оно такое темненькое. Так. Проходим. И смотрите, сразу пошло 11 сотых внутри. Сейчас он начнет накапливаться.
Вот, о, даже засигналил. У нас стоит на 15 сотых сигнал. 15 сотых микрозиверта. И он, смотрите, на 14 перескочил, 16. То есть сам материал коллектора является как раз радиоактивным, ну, с повышенной радиоактивностью. Это, конечно, еще не страшно, не смертельно, нормально с этим можно жить, но вот так. По сравнению с фоном, материал коллектора более радиоактивен, является дополнительным источником радиации. Вот 22 сотые, смотрите, 22 сотые, так что вот 24. Сейчас будем здесь идти и смотреть, вся ли эта труба такая, может где-то и еще больше выплывет. Вот здесь увидели надпись такую. Смотрите, 584 ГЗСЖБ, это железобетон, наверное, ТН 16 12 87. То есть это дата 16 декабря 87 года. Или это дата укладки коллектора, или это дата изготовления вот этого кольца, неизвестно. Но вот такая дата по привязке у нас есть. И здесь по-прежнему завышенный относительно входа радиационный фон 19-18 сотых микрозиверта. Немножко увеличилось содержание СО2, углекислого газа, и летучих веществ. Появляются формальдегиды. Возможно, это как раз из параллельного русла к нам сюда попадает. Но пока прибор говорит, что good. Видите, good. Смайлик там такой есть. Ну, раз good, так почапаем дальше тогда. Вот смотрите, друзья, поменялся материал трубы. Я не знаю, насколько это заметно на камере. И у нас сразу упал радиационный фон. Смотрите, всего стал 11 сотых микрозивертов. Вот тут 12. Вот. Сейчас он вообще был 0,9. Немножко, видимо, долетает все-таки сюда. Сейчас попробую вам показать наглядно. Смотрите, вот здесь он белее, а вот радиационный материал, радиоактивный, так скажем, он темнее. Скорее всего, это шлакоблок. И смотрите, сейчас сразу будет видно. Вот у нас опять 10 сотых. И я только захожу в эту трубу. Вот. Прикладываю дозиметр поближе к стене, чтобы он быстрее отреагировал. И смотрите, что творится. 11 сразу. 12. Видите? Пошел набирать обороты. Поближе сейчас сделаем. Может найти еще место какое-нибудь такое интересное. Ну вот. Видно, да? Вот, даже запикал. То есть повышенный радиационный фон у материала этого участка коллектора явно налицо. И как я уже сказал, это скорее всего связано с тем, что сюда добавлен шлак, из которого делают шлакоблоки. Они тоже, кстати, радиоактивные. Я это показывал в видео про мертвый город, Верхнюю Губаху. Если не видели, посмотрите. Так. Кирилл нафотографировал? Да. Вот, кстати, он фотографии посмотрите у Кирилла, видео у меня. Ну а мы сейчас дальше пойдем. Так, вот еще одно расширение очередное. Смотрите, какое здоровое. Во. Здесь ответвление туда уходит. Вот оно, какое здоровое. Просто комната. И, кстати, номера-то вот куда переехали. Здесь уже лежачие номера. Смотрите, вот видно вот одно место лежачее.
Вот тут другое лежачее место. Так что вот у нас здесь даже ступеньки, смотрите, с комфортом. Как двухъярусная Да, кровать. да, с комфортом сюда можно подниматься и ложиться. Так что вот. В прошлый раз этого не было. Вот она какая. И смотрите, вот эта труба, откуда мы пришли, а вот эта труба сейчас, куда мы пойдем. Диаметр ее сантиметров на 20 меньше, так что идти придется труднее. И посмотрим, изменятся ли здесь какие-то параметры. Акустика, смотрите, какая. Ага-гай! Ага-га-гай! Вот это да. Песни можно здесь петь. Я люблю тебя, жизнь, что само по себе и не ново. Я люблю тебя, жизнь, и коллектор люблю я снова. Вот здесь яма заилена была. И сейчас у нас, когда мы зашли, вот встал я в яму, сработал прибор. Сейчас он уже вышел в гуд, а был-то очень в плохом состоянии. Сейчас попробуем смоделировать еще раз ситуацию, чтобы показать вам, что я не вру. Смотрите, сейчас вот тут у нас еще ил не тронутый. Сейчас я буду продвигаться, его специально побаламучу немножко. О, пошли газы какие-то. Вон прямо булькает, видно. Так. Ну ничего у нас такого сейчас не происходит. Видимо, недостаточно. Ну, под ногами, смотрите, что творится. Под ногами просто все булькает. Вон они, все газы булькают. То есть ил – это просто скопление газов здесь. Ну вот так, друзья, закончилось наше сегодняшнее путешествие. Оно было очень результативным, я считаю. То есть мы обнаружили, что здесь есть, вот у нас прямо здесь вот, да, видно, очень большой застой воздуха. Он и сейчас там есть, но чуть поменьше, мы своим движением немножко его подразогнали. Вот. Обнаружили радиационный участок коллектора, который с повышенным фоном. Вот, так что не все здесь так хорошо, как хотелось бы, да? Да. Кирилл, ты же первый раз у нас Здесь, да. здесь? Да. Как впечатление? Так что поставьте лайки тоже. Надеюсь, вам тоже понравилось. Ну а мы будем заканчивать. Пока-пока.